Пока идет война, лишь очень небольшое число ее участников могут вернуться домой. Тем страшнее статистика. По подсчетам Медиазоны и Верстки, с 22 года в российском тылу уже не менее 1000 граждан стали жертвами военнослужащих. Насильственные преступления, в том числе убийства с особой жестокостью, убийства детей, совершают не только помилованные Путиным преступники и бойцы ЧВК, но и люди, прежде не имевшие судимости, воюющие в регулярных частях российской армии. Медиазона описала несколько жестоких убийств. Они различаются по способу, но одинаковы в одном. В них отсутствует корыстный интерес. Перечисленные в статье убийцы просто среагировали на какую-то реплику и перешли в режим уничтожения другого человека. Преступлением во многом потворствует сама система. За некоторыми исключениями уголовное дело можно на любом этапе остановить. Например, не проводить следствие или же не начинать суд. Преступник просто отправляется обратно на фронт без приговора. Хотя и после приговора тоже может. Для военных создана особая юридическая реальность. Но безнаказанность – лишь часть проблемы. Криминальному поведению способствует не только она, но и травматичный военный опыт, который может до неузнаваемости изменить даже законопослушных в прошлом людей. Пока что с фронта вернулись немногие, но рано или поздно должны возвратиться сотни тысяч. Про посттравматическое стрессовое расстройство, неизбежное следствие войны, говорят все. Косвенно даже провоенные спикеры, заявляющие, что явление это не настолько уж опасно. Говорят и антивоенные спикеры, в том числе и мы. Но из поля зрения общественного обсуждения ускользает один неприятный факт. Помимо ПТСР, в психике человека происходят и другие изменения, которые несут угрозу и самому комбатанту, и его семье, а еще меняют среду вокруг. И раз личные проблемы становятся социальными, то их решением должно заниматься в идеальной ситуации непосредственно государство и общество в целом. Поговорим сегодня о том, что почти неизбежно несут с собой возвращающиеся с войны бойцы. А главное, что с этим можно сделать. Перед тем, как начнем, только напомню. В описании вы, как всегда, найдете способы обхода блокировок интернета в России, в том числе VPN Liberty. У них сейчас бесплатный период 30 дней без привязки к карте. Для начала кратко вспомним, что такое ПТСР. Это комплекс симптомов, которые описаны в МКБ, Международном классификаторе болезней. Это такой исчерпывающий список заболеваний с подробным их описанием. То, что занесено в МКБ, по определению подлежит медицинскому вмешательству. Не все из перечня можно прям вылечить, но скорректировать можно. ПТСР можно изучить и диагностировать. Это расстройство попадает в поле зрения официальной медицины. Человек с такой проблемой рано или поздно к врачу таки попадет, когда симптомы станут явными. Когда внезапные вспышки агрессии, которые зачастую воспринимаются как самое опасное проявление болезни, станет невозможно игнорировать. Например, человек с ПТСР может непредсказуемым образом среагировать на резкий звук. Хорошо, если он просто упадет на землю и закроет голову. А если решит, что его атакуют и пойдет в ответную? Целью может оказаться любой человек поблизости, например, соседский ребенок на детской площадке, запустивший игрушечную машинку на радиоуправлении. Или жена, мирно спящая на своей половине кровати. Если человек с ПТСР представляет реальную угрозу для окружающих, он попадает в психоневрологический диспансер. Хороших новостей тут две, хотя казалось бы. Первая в том, что ПТСР развивается далеко не у всех. Вторая в том, что его развитие можно предотвратить, если вовремя, сразу по возвращению, заняться интеграцией комбатанта обратно в общество. Однако последствия участия в боевых действиях, как мы сказали в начале, одним ПТСР не ограничиваются и в той или иной форме наступают для всех, кто воевал. Никакая психика, даже трижды подготовленная и натренированная, не может переварить экстремальный опыт без деформации. Это нормальная реакция на ненормальные события, которых ни в чьей жизни не должно было случиться. Собственно, диагнозов большой психиатрии, которые провоцируют боевой опыт, не так уж и много. ПТСР, реактивный психоз, клиническая депрессия и тревожное расстройство. Конечно, черепно-мозговые травмы и контузии, полученные на фронте, тоже не добавляют выжившим ментального здоровья. Остальное – дезадаптация и изменение поведения, которые одной только медициной не поправишь. Есть целый ряд симптомов, которые в МКБ не попадают, или у человека проявляются не все диагностические признаки, а потому его состояние как расстройство не классифицируется. Но именно эти проблемы сильно влияют не только на жизнь человека, но и на социальные процессы, накапливаясь на поколение вперед.
Сразу скажу, мы никому диагнозов не ставим. Это работа докторов. Мы обсуждаем социальные последствия появления в стране большого количества граждан с сильно нарушенной психикой. Да, в России распространено мнение, что война закаляет характер и делает кого-то лучше. Но обычно так думают те, кто не читал и не смотрел ничего, кроме попсовых фильмов про войну, где ясноглазые бойцы в наглаженных гимнастерках после боя дружно ужинают в блиндаже и поют песни под аккордеон. Но такая картина очень далека от реальности. Одно из наиболее распространенных последствий, которые приносят с собой бывшие комбатанты – агрессия, которую невозможно контролировать, которая требует выхода и часто находят. Вы наверняка видели в интернете такие типа памятки для жен бойцов СВО, когда женщинам предлагается принять и простить мужа, если тот решит их избить. Терпеть побои, прятать синяки за макияжем и жить тихой тенью, чтобы не провоцировать супруга. Сам этот материал, вероятно, фейк. Советы нарочито жестокие и безграмотные, да и государство обычно стремится замести подобные проблемы под ковер и граждан лишний раз не огорчать. Но поведение вернувшегося с войны человека в памятке описано довольно точно, как крайне опасное. Еще там написано, что все скоро пройдет. Но на самом деле не пройдет, тем более само. Последствия такой агрессии – всплеск домашнего насилия и криминализация общества. Ведь люди с боевым опытом, сорванными социальными клапанами и, возможно, припрятанным где-то оружием – это большая угроза, если пустить дело на самотек. Отсюда у вернувшихся с фронта берется склонность к риску и импульсивному поведению. От влипания в краткосрочные займы и просаживания денег в онлайн-казино до опасного вождения и готовности в любой момент ввязаться в драку. Дело в физиологии. Организм, привыкший к огромным дозам адреналина в боевой обстановке, теперь нуждается в них постоянно. И вдобавок затоплен гормоном стресса, кортизолом. Меняется сама биохимия мозга. То есть трансформация поведения происходит не только и не столько на фоне психологической травмы, сколько на уровне физиологическом. На такое состояние вообще-то можно повлиять медикаментозно, но оно редко распознается как болезнь, тем более как излечимая болезнь. Адекватной помощи мешает и традиционная установка, дескать, настоящие мужики, прошедшие мясорубку, по врачам не ходят, если только ногу не оторвало. Помимо адреналиновой развиваются и другие зависимости. Чаще всего алкоголизм или наркомания, потому что постоянный личный ад необходимо чем-то заглушать. Жить на войне человек уже не может, жить в реальности у него не получается, и он находит способы забыться. Вне медицинской классификации остаются и более сложные изменения психики. Нивелируется ценность человеческой жизни, искажаются ценности в целом. Мы на канале не раз рассказывали о так называемых обнулениях. По сути, это такой эвфемизм, новояз для слов убийство или казнь. В самом слове обнуление нет эмоциональной составляющей. Это попытка говорящего адаптироваться к кошмару, защитить собственную психику. В условиях боевых действий вместо общечеловеческих моральных норм появляются другие. Нацеленность на выживание, право сильного, игнорирование страдания, потребность причинять боль, чтобы ее не причинили тебе. Из неочевидных последствий ровно этот симптом делает носителя чувствительным к милитаристской пропаганде, потому что необходимо поддерживать и для других, и в первую очередь для себя иллюзию, что все было не зря, имело особый смысл, что ты был героем и вообще отдавал святой долг. Осознание, что война и потери были бессмысленны, что жизнь и тело изуродованы просто так, невероятно разрушительно для психики. Его избегают всеми способами. Так воинский долг или защита Родины становится для бывшего солдата сверхценной идеей, даже если в данном случае это и не защита никакая была, а нападение на соседнюю страну. Но беда тому, кто не разделяет эти идеи, в которые солдат сейчас поверил. Хуже того, у вернувшихся с фронта высока толерантность к насилию. Границы допустимого у них сильно расширены. Если я, мол, пережил такое, то мой сын точно переживет подзатыльник. Если мне можно было убивать, то почему нельзя разбить лицо тому, кто сам на кулак напрашивается, по его мнению? Начинаясь обычно в семье, нормализация насилия распространяется в обществе и ведет к его дегуманизации. Мы очень подробно говорили об этом, когда разбирали фильм «Вернувшийся». Для комбатанта на фронте нет людей, есть такие же комбатанты, люди-функции. Их дело выполнять приказы, от этого зависит их выживание. У солдат даже имен нет, только позывные. Вернуть себе субъектность на гражданке – дело непростое. Вернуть субъектность окружающим тебя людям еще сложнее.
На фронте человек месяцами безукоснительно подчинялся командам и видел, как окружающие поступают так же. И после возвращения в мирную жизнь ему сложно избавиться от этой привычки. В конечном счете, вернувшиеся с войны сталкиваются с социальной дезадаптацией. У нее много форм. Для нашего разговора достаточно пояснить. Это когда человек как будто выпадает из общества и не может больше делать то, что делал раньше. Не может видеть реальность так, как раньше, потому что смотрит на нее через призму экстремального опыта. Ему трудно общаться, трудно чувствовать хоть что-то, кроме раздражения. Невозможно поддерживать рабочую дисциплину, уживаться в коллективе. На войне боец попадает в жесткую иерархию и хорошо понимает только язык насилия. Потому что сам успел почувствовать собственную власть над жизнью другого. Война, что важно понимать, конвейер по производству не только трупов, но и убийц. А убийца в социуме неуютно. Опыт убийства вообще меняет человека. Даже общаться откровенно получается только с теми, у кого аналогичный опыт имеется. В идеале, как мы сказали в начале, меры должны предприниматься на уровне государственной политики. И мир знает успешные примеры. Большой опыт адаптации людей к реальности после военных действий есть у Израиля, например. Конечно, там и условия жизни, и социальная среда совсем другие. И, что очень важно, совсем другое отношение к солдатам. Их уважают как защитников, их не боятся и рады им помочь. У военного в Израиле мало шансов оказаться в отчуждении или в изоляции. На практике реабилитация после боевых действий выглядит примерно так. Первые полгода после возвращения за человеком просто наблюдают. Дают психике переработать случившееся. Возможно, она успешно переработает травматичный опыт, и ПТСР не разовьется, а для решения других проблем с человеком проводят целенаправленную работу по адаптации. Если ПТСР все же проявится или возникнет запрос, участник войны может обратиться за терапией. Его не бросают одного. В Израиле существует сообщество ветеранов. Там люди заняты совместными делами, и они общаются с теми, кто имеет такой же опыт и потому понимает их лучше всех. Это еще один способ интегрироваться в общество, ведь оно их не отторгает. В России картина, конечно, другая. Несмотря на усилия пропаганды, на присвоение статуса героев СВО, люди, вернувшихся с войны, все-таки опасаются. Во-первых, потому что слишком свежи воспоминания об участниках афганской и двух чеченских войн. А во-вторых, потому что вернувшихся с СВО воспринимают часто не как защитников, а как людей, которые пошли на войну за деньги и получили то, что сами выбрали. Екатерина Шульман не так давно подметила интересное явление. Согласно опросам, россияне нормально воспринимают большие денежные выплаты бойцам, ведь это плата за очень опасную работу, по их мнению. А вот льготы для таких людей россиянам не кажутся справедливыми и необходимыми, ведь причин для какого-то особого положения военнослужащих россияне не видят. И несовпадение с реальностью ожиданий комбатанта, в которых он возвращается домой почетным гражданином, на особом положении, может даже героем, как раз и приводит к отчуждению и озлоблению. Для большинства российских граждан участники войны с Украиной – это какие-то такие необычные вахтовики, которые непонятно где, непонятно что, непонятно зачем делают, но за очень большие деньги. Они рискуют жизнью и здоровьем, но вроде как сами согласились и получают за это такие деньги, какие другим россиянам и не снились. Важно подчеркнуть, что мы тут говорим именно об общественном восприятии, в жизни, конечно, все сложнее. И такая ситуация создает огромный дополнительный стресс-фактор для военных. Они будут впадать в ярость, ощущая это отношение. Дескать, общество и так сделало вас миллионерами, оно вам больше ничего не должно. А с точки зрения военнослужащих, это огромная несправедливость. Не стоит думать, что провоенно настроенные граждане встретят участников войны с распростертыми объятиями. Вернее, встретить-то могут, но объятий хватит ненадолго, максимум на вокзале под музычку, конечно, фотосессию. А потом в дальнейшем отношение окажется примерно таким же. Вы свои деньги, мол, получили, молодцы, ну и до свидания, гуляйте. Провоенным лидерам мнений вообще претит идея, что у войны есть какие-то долгоиграющие негативные последствия. Они транслируют хоть и патетическое, но на практике довольно циничное отношение к солдатам, как к футболистам. Пока идет матч, вперед наши парни, машем флагами, болеем за наших, значит, и все такое. Но как только матч отыгран, как только зрелище окончено, какие-то физические травмы, душевные терзания этих людей с миллионными гонорарами становятся неинтересны ни Z-спикерам, ни их преданной аудитории. Однако эти последствия интересны нам, с самой практической точки зрения. Как бы того ни желал Путин, война не будет бесконечной.
Однажды она завершится, и сотни тысяч ее участников должны будут вернуться в российские города и села. Интеграция воевавших в общество – это вам не букву Z на машину налепить. Это насущный вопрос. Можно ли будет в ближайшие годы отпустить ребенка одного в школу? Тут я, кстати, о детях говорю не ради какой-то манипуляции. Ребенок по природе своей шумный и подвижный. И уже сейчас, когда вернувшихся с войны еще очень мало, именно дети часто становятся жертвами агрессии, которую сам агрессор уже не в состоянии контролировать. В прошлых войнах уже отмечалось, как солдату, действующему или бывшему, моментально срывает резьбу от детского плача. И то, что перед ним маленький ребенок, комбатанта не останавливает. Участник, идущий сейчас войны, не герой, не вахтовик, не спортсмен, а источник опасности для себя и окружающих. Это звучит неприятно и для солдата, и для его близких, но такое отношение самое честное. Потому что автоматически ставит перед обществом вопрос: а как сделать так, чтобы бывший военнослужащий никому не навредил? Только одним способом – оказывать вернувшимся специализированную помощь. Я не раз повторял правильную, на мой взгляд, формулу: никаких почестей, никаких унижений. К ней, видимо, надо добавить вот еще что. Плюс реабилитация. На нынешней войне есть особая категория людей, которых насильно принудили к участию в войне. И у таких заведомо есть мотивация как можно скорее вернуться к той нормальности, из которой они были выдернуты. Не за выплату и не по своей воле. Это мобилизованные, конечно. Но другое дело наемники, которых можно назвать контрактниками, но суть от этого не меняется. Сама идея, что можно пойти убивать за деньги, что решать какие-то домашние проблемы можно через убийство в другой стране, такая идея уже крайне нездоровая, которая в сочетании с армейскими навыками и реальным военным опытом может принести России такие беды, что урон от них можно будет сравнить с еще одной войной. Каждому вернувшемуся по-хорошему представить бы отдельного полицейского. Но фантастические сценарии мы тут не рассматриваем, поэтому придется тратить ресурсы на реинтеграцию бывших военнослужащих. Придется ими заниматься, ведь сама собой проблема никуда не исчезнет. В худшем сценарии она не исчезнет даже со сменой поколений, ведь сотни тысяч травмированных людей с сомнительной моралью могут отравить общество очень надолго. Нужна большая работа, чтобы этого не допустить. В России этот вопрос раньше изучался и психиатрами, и психологами. На примерах бойцов-афганцев и чеченцев делались исследования, велась работа. Лечением того же ПТСР и других девиаций занимался, например, Центр экстренной психологической помощи МЧС России. С наступлением новой войны все схлопнулось. Говорить об этом стало не принято. Однако и знания у российских специалистов имеются, и профессионалы найдутся. И вред для общества можно будет значительно уменьшить. До завтра.